Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, тех, кто в записи его когда-то может будет смотреть. Привет, Игорь. Сегодня у нас опять Ведьмачок. Так, сейчас я быстро опять кое-что доделаю и все остальное договорю, что хочу договорить. Сегодня у нас в планах, как понятно из названия, Белый сад. Будем исследовать до конца. Там я вне стрима вопросики уже сделал быстренько. Они прям довольно быстро делались. Ну и останется там только парочка квестов. Тоже довольно-таки коротких. Ну и потом все, Белый сад закончится. Начальная локация такая вот будет. Короткая. За стрим сегодня по-любому ее пройдем. Так, все. Все готово. Продолжаем. Не знаю, какой сегодня стрим получится, кстати. Хотелось бы подлиннее намного, чем прошлый, но не уверен, как получится, короче. Так, ладно. Задание карта. Привет, Джордж или Георг. Привет, рад тебя снова видеть. Итак, начнем сейчас с вот этого мини-задания, где ласточку надо отдать. Я пока вопросики делал, как раз эту ласточку и сварганил. Сейчас ее отдадим, потом пойдем сюда, к охотнику, потом заказ доделаем, потом пойдем вот сюда, поможем там брату. И вроде тут в Белом саду будет все, и можно будет заканчивать сюжетным заданием. Дальше с этим Белым садом. Я пока бегал, вопросики делал, чуть-чуть прокачался, чуть-чуть насобирал, чуть-чуть напродавал, чуть-чуть скрафтил, но это все рутина, это все не очень интересное. Вообще никаких квестов не трогал, как я обещал. Все только на стриме. Интересные, а всякие вот эти вопросы, оно вообще не интересное. Насколько я могу судить, мы сегодня закончим Белый сад. Именно так. Он особо небольшой. Тем более мы на прошлом стриме немало прошли. А вне стрима я все вопросики уже прошерстил. Всякое такое рутинное, не очень интересное. И думаю, мы быстро справимся. Под конец стрима, думаю, даже и Вызиму, или Велен даже затронем какую-то часть. Посмотрим. Да? Так, у меня есть эликсир, но сначала расскажи-ка. Расскажи что-нибудь о себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Мелители в Эландере? Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы. Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но когда меня приняли в обитель, мне было 18. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослов. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Мать Неннеки не захотела принять меня обратно. А родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долго я не могла найти себе места, пока не попала сюда. Вот и вся история. У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения? Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот,
Возьми маленький подарочек за то, что тебе не все равно. Вот и все мини-задание. Чуть-чуть деньжат. Яду мне дала. На тебе, ведьмак, яду. Что такое VIP? VIP это теперь у нас новая фича, которая появилась благодаря вам, собственно, благодаря тому, что вчера мне пришло сообщение о том, что как раз таки одно из этих требований, где надо было 5 зрителей на Твиче, чтобы в чате общалось, выполнено. И в честь этого мне дали как раз вот эти вот возможности випа на канале. Дальше там следующая цель как раз таки называется компаньонка. Для этой цели надо, чтобы в среднем на канале, на стримах, то есть, было около 3 зрителей. В среднем. За 4 дня последних. Где-то так. Привет, Азель. А випка это, ну, титул, ну, статус в чате, который дает тебе особый значок, который видно возле твоего ника. Там еще всякие возможности участвования в всяких видах чата. Там чат только для фолловеров, чат только для подписчиков, чат только для смайликов, еще какой-то там особый чат. Но мы, к сожалению, пока таким, или к счастью, пока таким не особо пользуемся. Так что это вряд ли кому-то пригодится. Но вот именно значок особый и типа статус, что ты тут особенный, что ты тут какой-то крутой. Типа как модер, но без всяких там вот этих обязательств с возможностью блокировать или отстранять кого-то, но как сам статус, это что-то типа такого. Вот теперь оно у нас есть. Без квестов осталось только найти брата на поле битвы. Мне осталось с охотником поискать тела солдат. Мне осталось с братом, вот как раз с его собакой, найти его брата тоже, да. И лихо у колодца у меня осталось. Вроде все. Ну и потом сам Грифон. Как-то так. Вроде я больше ничего тут не пропустил, пока бегал. Все обыскал, все собрал. Випка навсегда дается? Вроде да. Только их ограниченное количество у меня может быть пока что. Там, чтобы больше их открыть, надо, чтобы уже не 5 зрителей в чате было, а где-то 10 или сколько там писало. Тогда випок станет побольше. А сейчас их вроде у меня только максимум 10 может быть. 10 вип товарищей на канале. Потом, может, будет больше. Есть кто? Что это было? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Для закона сохранения пафоса? Я понял. Ну да. Кто-то прям с ума сходит по такому. Ему хлебом не корми, дай себя каким-то куб земли представить. У этого охотника мыслила интересная история. Геральт по воздуху постучал. Да, сначала кулаками вот так, а потом что-то там вертухан какой-то сделал на секунду. Это было забавно. Ты, Мыслов? Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Кстати, пока не забыл. Почти Чак Норрис. Может быть. Привет тебе. Мистер Виридис. Надеюсь, правильно назвал. Кстати, пока не забыл, что хотел сказать. То, что кто спрашивал, какие моды у меня, я на прошлом стриме
в комментариях в закрепленном написал их. Так что, кому интересно, чтобы меня 100 раз не спрашивать, буду всех перенаправлять на первый стрим там в комментариях посмотреть. И если у меня еще какие-то новые будут добавляться, а это есть такой шанс, что я со временем буду еще какие-то новые добавлять по желанию, то я буду туда их дописывать, кому интересно. Ты помнишь историю Мысла? Конечно, помню. За столько прохождений я тут уже, наверное, все помню наизусть. Особенно Белый сад. Собаки опаснее волков, не преувеличивай. Говорю как есть. Знаете почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод, а дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да, многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Угу. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. Но избивают эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие, все в струпьях, а подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Кто подставил старосту с зерном? Кто бы это мог быть? Поздно. Они уже на кого-то напали. Ау! Что, паскуда? Паскуда! Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. Мистер Виридис или Виридис. Какими судьбами к нам? Я тебя на прошлом стриме вроде не видел, или... Или, может, я ошибаюсь? Напомни. Вроде был какой-то мистер, но не ты. Или ты. Или ты у нас впервые. Ты на геймпаде играешь? Да, на ПК, но на геймпаде. Какая диссертация? И о чем вообще речь? Я не знаю, о какой диссертации идет речь, если честно. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите. Не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да. Но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия. Волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали,
А Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло. Мы шли нильфгаарцев смотреть. Пойдем. Пойдем. Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже Грифон не приметит. Вот это там гроза на фоне. Приближается. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Угадал. Собаки же умные, вот про это. Мгм. Буду пока продолжать свой инструментальный арсенал расширять. Только на этот раз барабан искать. А вчера как успехи были? Ты говорил, что вчера после стрима тоже собирался там дальше что-то искать. Я так понял, успехи есть, раз говоришь, остались барабаны только. Что тут переживать? Это же не нильфгаарцы. Обычные мальчишки, только закованные в черное железо. Будьте здоровы. Нильфгаарцы здесь что-то отмечали, но Грифон их прервал. Лагерь? Земля черная от запекшейся крови. Так, следы вижу, больше тут ничего нет. Мгм. Следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаарцы. Тут, я так понял, карт для Гвинта намного больше, и, соответственно, собирать их придется намного дольше, чем в оригинале. И это прекрасно. Мы же обожаем Гвинт. Особенно, если там что-то новенькое, то почему бы и нет? Да, Геральт тот еще следопыт. И он любит сам с собой поразговаривать. Медок. Гнездо Грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Он любит там общаться с Останки умными за людьми. несколько месяцев. Вот именно. А чё не пообщаться с умным человеком? С умным ведьмаком, то есть. Он же не человек. Он мутант. Так, сюда я ходил. Самка. Личинки в ранах уже вылупились.
Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон-самец. Ну, духовые по какой-то причине найти сложно. Но я там посмотрел, что стандартные звучат неплохо. Особенно если чуть-чуть подправить их. Ну, удачи, удачи там. Тебе. Плохо то, что про новые карты в Каменных Сердцах ничего не говорят. Ну, у нас тут этих карт хватит, думаю, с головой. Особенно новых. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости и так на всю жизнь. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение. Королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора Третий возвращаться уровень. к Весемиру. Так, а это что светится? Я к нему подходил, но кнопки не было. Ну и ладно. Так, насчет этого все у нас к Весемиру только. Значит, сейчас отвлекаемся на лихо у колодца. Оно как раз тут рядышком. А к Весемиру пойдем, когда уже все доделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Тут сейчас бы это самое. Было бы обидно. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена. История Зимнего сада интересная. Жалко, потом забыли на все. Забили. Да, согласен. Это моя любимая локация вообще. Тело высушено, Белый следы сад. ожогов. Судя по всему, это полуденница. Полуденница. Кстати, я не помню, в игре вообще есть заказ какой-то связанный с полуночницей? Вот с полуденницей, да. В самом начале игры. А смотрел ли ты польский сериал про Ведьмака? Нет, не смотрел. Слышал про него, но не смотрел. Прочитать о полуденницах бестиарий, кстати, задание. Лихо у колодца. Моровая дева. Полуденница. Полуночница. Лунная пыль. Масло против призраков. Ирден. Понятно. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Дневник. Может пригодиться. Браслет. Может, он связывает душу девушки с этим местом?
В мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Пятна крови, едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней, руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Ждешь ли ты GTA Еще 6? один след у колодца. Ну, наверное, да. Жду. Просто не так фанатично, как многие, скорее всего. То знаю, есть фанаты всякие, которые прям это ждут как феномен столетия, как что-то сумасшедшее, что-то невероятное. Я, конечно, тоже ожидаю, что ж там получится что-то хорошее, наверняка, мягко говоря. Ну, не прям уж так, что жду, капец, прям сильно, очень сильно не терпёшь уже, поскорее бы. Не настолько жду, но жду. Так что вот так что. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. А что ты фанатично ждешь? Труп, 4-й Ведьмак повешенный фанатично вверх от жду. ведра. И ремейк 1-го Ведьмака фанатично жду. И ремейк Похоже, Котора это хозяйка дневника. фанатично жду. Что еще? Все, наверное. Все остальное просто жду. Широкий Или не жду таз, вообще. маленькие челюсти, женщина, судя по зубам лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Надейся. Эх. А вот и браслет. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. А как тебе игра First Light 007? Интересная. Я бы, может, когда-нибудь попробовал, но не сейчас все-таки. Была мысль и сейчас, но нет. У меня сейчас столько планов, и то, что надо допройти, и вот еще Ведьмак нарисовался. Его перепройти мне куда больше ностальгии, куда больше желания, чем еще одну новую игру сейчас впихивать. И не то, чтобы у меня прям мега много желания ее проходить. Да, интересно было бы глянуть, но не прям такое, что уж вот срочно надо идти ее мне проходить, потому что вот хайп какой-то, потому что она только вышла, новая игра, все дела. Я вообще уже не гонюсь за вот этим вот прохождением новых игр первый же день, потому что оно не всегда вообще работает у меня. Я когда-то думал, что вот, выходит новая игра, значит надо бегом идти ее стримить, потому что все-таки новое что-то, первый день, все дела. А потом это вообще не работало, и еще в какие-то там старые времена, когда я стримил, было никакой разницы, что вот эти новые игры в первый день, что обычные какие-то стримы рандомные по другим играм, которые проходились по много стримов. Так что я за этим Надо уже давно не гонюсь. подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Геральт умеет говорить под водой.
Хотелось бы попробовать когда-нибудь, но когда-нибудь. Так, масло против призраков, нам надо аренария. Где тут аренария? Если она тут вообще где-то рядом. Подготовиться к битве с полуденницей. Это просто масло, походу, сделать. Для этого либо к травнице бежать, либо где-то тут, знаю, растет она, это аренария. На полях. Ну, это опять бегать туда-обратно. Хотя тут вот есть еще вот тут травник. Можно к нему, он прям рядышком. А тебе, Георг, как эта игра? Как ты относишься к сериалу Ведьмака 2002 года? Вот ты меня спрашиваешь, а я тебя тоже взамен спрошу. Когда ты эти игры для детей из твоего популярного шорта играл? Ты только ради хайпа это делал? Ну, скорее да. Как раз в тот период эти игры действительно были на хайпе. И Куплинов вроде их стримил, играл просто. И многие прям не попадались, так что я подумал, на один стримец почему бы и нет все-таки. У меня в тот период как раз много было всяких таких игр на один стрим, которые я попробовал и разбирался. Если понравится, то решал дальше проходить их полностью. Если нет, то вот на один стрим только и забрасывал их. Тогда еще отдельный плейлист у меня был. Марафон игр назывался. Где всякие разные игры по одному стриму были. Чего? Думал, это что-то типа того получится. Покажи свои товары. Ну, там одним стримом это и ограничилось. Просто так получилось, что шорцы залетели. Так, где аренария? Это самое. Вот. 4 вроде надо было. Покажи свои. Так, алхимия сразу тут есть. Масло. Вуаля. Против проклятых, кстати, тоже можно вот волкобой купить 2 штучки. И сразу тоже сделать. Эликсир. Белый мед. Давай. Кошка. Не, ну это дорого, и это мы где-то найдем. Кошка мне все равно пока не надо. Все остальное пока не надо тоже. Бывай. Все, я готов к полуденнице. Лунная пыль. Лунной пыли у меня рецепта даже нет. Ну и Ирден. Окей, тогда. Так, масло сейчас добежим и активируем. А, еще ласточка у меня закончилась. Надо чуть-чуть помедитировать тогда. Угу. Все, ласточка готова. Погнали. Сейчас будет наш первый босс, вроде бы. Вот те игры как раз для детей, которые я для хайпа играл, как ты говоришь. По-моему, чуть ли не единственное, что меня вообще как раз хайпануло, как и планировалось. А в остальные случаи, когда тоже типа планировалось хайпануть, то ни черта не получалось. Ну или наоборот, когда вообще не планировалось хайпануть, то более-менее что-то получалось, но уже не так сильно, как с этими играми как раз.
Там у них и у меня стрим самый популярный до сих пор на канале вроде считается по этим играм. И шортс тоже, так что... Сам факт остается таким. Так, я готов. Нет. Лучше прямо сейчас, наверное, масло нанести. Бэмс. Все. Поехали. Я сохранился. И браслет. Игни. Этот хайп что-то дал, кроме 17к подписчиков? А что он еще может дать, как раз таки, кроме подписчиков и зрителей? Ломай! О, сработало. Поехали. Боже, какой факел. Спрячь факел, блин. Вообще не вовремя. Вот это урон. Вот это да, это масло так действует, или что? Эй. Это я же там пока вне стрима бегал, вопросики делал. Чуть прокачался, но вот для нее это уже перекачка. Пару уровней уже все. Она ушла навсегда. Навсегда. Да, у меня же вот теперь прокачан урон от быстрых атак, плюс еще целым уровень, ну и масло, понятное дело, так что какой-то типа перекач, хотя всего на 1 уровень. Ладно. Неважно. Возвращаемся. Сдаем квест, потом пойдем еще вот это сделаем и все. И к Вихтимиру. Но обычно он актив дает в общем на канале. Ну, я об этом уже 100 раз говорил, что... Но! Обычно так оно и есть, но... В том случае только подписчики оказались. Ну, может, там где-то на первых парочку стримов были всякие зрители. Но, как оно и понятно, игра для детей. Поэтому и в большинстве новых зрителей там были прям... Дети, прям дети-дети. Прям очень дети, такие дети. Ну, все. И они надолго не задерживались. Наверное, к счастью. Добрый день. Так, ты говорить не хочешь, ну и ладно. Но пошла. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Ну, мы идем дальше, как и планировали. Что-то сомневаюсь, что мне приданое пригодится. Сохраните деньги Любе на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милздарь-ведьмак. За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. На счастье. Опыт. Вот опыт это самое главное. Аметист, ничего себе.
А вот и Аринария, та самая, которая нам нужна была. Я ж помню, она тут где-то на полях росла. Чуть-чуть пособираю. Что вы делаете? Срамота какая. Бескультурщина. Вот ты где? Там он нам сказал, что к Тамире можно еще сходить, спросить об этой самой дамочке, полуденнице. Скоро лаврушку будем жрать. Все зерно у нас забрали. А волки, волки. Не трогайте меня. Боги! Боги! Так, я туда бегу. Угу. А, проказа! Да? Послушай, ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара была моей подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость. Она даже нам что-то подарочек дала. Как приятно. О, селитра это для бомб. Пригодится. Чимерица. Грибочки. Так, ладно. С лихом у колодца разобрались, теперь сюда. Все, нашел вроде что-то нормальное. Поздравляю. То поиски не затянулись слишком надолго. Тихо там, не орите. Скулит кусает. Поищем хозяина. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Так, сейчас я подойду. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь,
Бастиан бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. Ты не видел здесь женщину с черными волосами и фиолетовыми глазами? Она ехала со стороны Вербицы. Нет, я сам ищу брата. Он солдат. Пропал после большой-большой битвы. Здесь она была. Сразу за деревней. И ни слуху от него, ни духу. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем. А дальше пойдем вместе. Окей. Да я хоть сейчас готов с тобой пойти. Хотя 200 метров. Быстрее тэпнуться будет. Бамс. Там какой-то пак весит 15 гигабайт. Не представляю, что там за барабаны такие и сколько их. Ну да, какие-то супер-пупер барабаны. Походу. Боже, как же мне приятно в Ведьмачка играть. Какой кайф. А еще и куча всякого нового меня ждет, наверное, с этими модами. Приятно прям. Не могу. Не часто у меня такое бывает, что прям что-то проходишь, и тебе прям это очень нравится. Это не значит, конечно, что я все до этого проходил через силу там или чисто для канала или типа того. Просто есть некоторые игры, которые прям кайфуешь по полной программе, пока их проходишь, а есть некоторые, которые там, ну, просто проходишь для интереса там. Под конец может еще чуть-чуть поднадоедать, но это уже где-то под конец, это уже потом. Вот Ведьмак это прям исключение, прям очень сильно, я бы сказал. Это вроде последний топ-квест в Белом саду. Наверное, да. Так, карта это понятно. Пропавший без вести. Выполнено 10. Да. Только Грифон останется только потом. Все, везде я собрал. Надеюсь, я нигде не пропустил и ничего не забыл по каким-то там квестам, которые вот отображаются только если к ним подбежать. Сковородку мы там нашли, квест. Тут квест нашли про этого дезертира или кто он там. Колодец выполнили. С братом сейчас сделаем. Да, и вроде все. Хорошо, что ты пришел. Бастин, его тело, должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет приличное. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты. Особенно, когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Идем, идем. Только я еще по пути буду все лутать, естественно. Рецепт альбедо. Да, я уже в предвкушении, сколько тут всякого
Ржавчины всякой не собираем сейчас. Так, не падаем. А еще я гулей слышу. Этот не берется. Перчатки. Это он? Нет, не похож. Мерзкие звуки уже слышу. Ну так что, гусар, чуешь хозяина? Вроде ничего. Погнали. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это он? Нет, это сын соседей. Ну так что, гусар, чуешь хозяина? Вроде ничего. Ищем, ищем. Это он? Нет, это сын соседей. Еще один сын соседей. Ну так что, гусар, чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Чё ты одно и то же повторяешь? Чё ему не могли больше реплик прописать? Кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может это из-за огня? Много сыновей у соседей. Да уж. Он его учуял. Гусар учуял Бастина. Вперед! Погодите, я не долутал тут. Письмо даже какое-то нашли. Так, они же там не пойдут без меня. На всякий случай. Не лучшее сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли. Чё ты бубнишь? Не, еще там перевеса нет. Ну, сейчас будет. Еще 2 килограмма. Это я набрал хлама, конечно. Ну вот и он. Ну чё, сейчас разберемся, что из этого более нужное, что прям хлам-хлам. 13, 14. Ну это хоть что-то стоит. Есть такое, что прям 0 стоит. 35.
Вот эти топоры что-то стоят? 6. Ну, нет, 3 килограмма весит. А тут по сколько весит? По 1,5. Короче, я вот это выкину сейчас. Где? Вот. Топор. Бросить. А 3 это все вместе? Тогда нет. Тебе не нужен перк на увеличение грузоподъемности? Ну, кстати, пока у меня 2 лишних есть, все равно ячеек пока у меня нет, так что, наверное, пока давай. Спасибо, что напомнил. И активируем вот так пока что. Во, 150 кегов. Великолепно. Потом, если что, в бою могу поменять. Все равно у меня пока ячеек нет, чтобы все вместить. Это спасибо, что напомнил. У меня же это самое перфекционизм, все дела. Хочется все собрать, все продать, все залутать, все везде исследовать. Конечно же. Даже если это прям хлам-хлам. Особенно на ранних стадиях игры. Это потом уже я могу выкидывать всякие дешевые мелкие штуки. Когда у меня уже денег будет полно. На ранних этапах игры, в любых играх у меня всегда так происходит. Это место Что не силы. удивляйтесь. Отсюда изливается магия. Так, я же уничтожал это гнездо. Ну да. Так, Квен усилили, это может пригодиться. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Я ж уничтожал. Может, я просто к нему подошел, но не уничтожил. Не знаю. Ладно, на всякий случай. Или они прям восстанавливаются. Это вряд ли. Ну, может, я забыл такую фичу. Так, вроде все собрал, идем за собакой. Или не все? А, это щит. Ну тогда все. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван? Прекрати! Ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Росона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги.
Я вот знаю, что в конце игры можно опять вернуться в Белый сад, и после определенных концовок тут можно будет всякие последствия увидеть. Но вот я вообще не помню, какие именно там моменты можно увидеть. Помню, с травницей это можно что-то, разницу какую-то проверить, еще какие-то детали найти, узнать можно. Ну прям полностью весь список не помню вообще. Ну да ладно, с этим мы тоже разобрались, и все, идем к Весемиру. Продадимся еще только, и все. И пойдем на Грифона. И Белый сад будет все. Привет! Так, у тебя еще есть деньги? Дай-ка взгляд. Есть. Тогда забираю весь этот хлам. Мгм. Так, это я сейчас переодену. Береги себя. Мгм. Привет! Дай. Это тоже забирай. Тут все. Тут не продам. Ресурсов, конечно, уже немного. Немало, то есть немного, хотел сказать, да. Немало уже насобирали всяких и трав, или ремесла. Так, тут вот это. Вот это. Все, у него 0. Берегись. Дьяволь Айпакс. Добрый человек. А вон то поле. По другую сторону реки. Оно чье? У леса-то воин из Кремков. Хороший он мужик, сударь-ведьмак. Вот только не... Да-да. А этот Боин не решит вдруг на урожай свой посмотреть. Да с чего бы? До жатвы еще далеко. Кстати, я вспомнил, что я тут с этой не поговорил. Еще чего-нибудь? Во. Как тебе жизнь при нильфгаарцах? Да как и при других. Стригут налоги, реквизируют то одно, то другое. Но зато заботятся, что в деревне порядок был. А Тимерии тебе не жаль? Жаль ее мне, может, и было. С полгода тому назад, после смерти короля Фольтеста. А теперь я хочу только, чтобы тихо было. Может, есть тебя что? А это зависит. Так, а ты у меня не купишь этот хлам? Купит. Хорошо. Все, опять по нулям. Ну, главное, самый главный хлам продал. Там всякие шкуры, золото, это может Прощай. в теории еще пригодится при разборе каком-то потом в будущем. Урод! Сам урод. Так, и пока нам это уже не надо, я возвращаю обратно вот эту. И все, идем к миру. Распродались. Теперь я готов. Да? Что такое? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай,
Что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в Лисьем Бару. Нильфгаарцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Так, секунду. У меня почему-то чат стоял не все сообщения, а только интересные. Это не надо, чтобы мне так было, мне надо все. То мало ли. То мы знаем, что YouTube иногда пропускает некоторые почему-то. Непонятно почему. Так. Блин. Ну, называется, свернул игру, чтобы чат включить, и игра вылетела. Ну, что это такое? Что это такое? Вот хоть не сворачивай больше никогда. Ай, закон подлости какой-то. Масло против реликтов есть? По-моему, нет. Оно вообще... Рецепт доступен для него в самом начале игры? Там против призраков у меня есть. Против зверей вроде бы еще. Да и все, вроде там только 2 масла у меня только. Только-только. Только. Этого мало. Только 2 масла есть, если я правильно помню. Так, возвращаемся. Так, чат, вернись. Только попробуй сейчас опять вылететь. Так, нормально. Свернул горы. Ну вот, обидно, обидно. Чекни рецепты свои. Сейчас. Так. Так, Весемир, ты чё? Он только что стоял в Т-позе какой-то, ладно. Сделаем вид, что это не было. Так, рецепты. Тут понятно. Бомба у нас картечь еще только не создана из доступных. Отвары понятно. Эликсиры, кошка. Все. Масел вообще нет. А в рюкзаке трупоеды, призраки, проклятые. Все. Реликтов нет. Ну, если ты намекаешь мне на того самого беса или черта, который там из коровы, то нет, я, наверное, не буду с ним связываться. Все-таки нет. Там же за него вообще ничего не дадут, и это просто прикольчик такой. Если что, я знаю про него. Ничего там особо супер интересного не будет. Кстати, у нас трофей есть. Я вообще о нем забыл. Трофей полуденницы. Мощигник, вена, сопротивление горению, сила атаки против призраков. Опыт. Хорошо. Так, Весемир, еще раз. Да? Что такое? У меня 2 новости. Так, это было. Вечно одно. Это было. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать, и примемся за работу. Да, блин, опять надо свернуться быстро. Только не улетай опять. Так, раз.
Ну. Так, у меня тут... Ой, заминка своя еще тут возникает, как всегда. Смотри, какой нежный нашелся. Вот-вот, вот и весь мир так говорит. Так, ein момент. Ein момент. Проверка. У меня тут кое-какая. Так, все работает, да. То я уже опять испугался. Текс, текс. Все. Слава богу, ничего не вылетело, все работает. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Теперь уже точно все. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Ладно, тогда идем на Грифона. Да, отправляемся. Но за него дадут вроде шкуру и мутаген черта. Ну, это не то, чтобы что-то прям важное для меня. Ладно, ничего страшного. А я сегодня получил горбушку хлеба. Хотя, если вам вдруг интересно, прям хотя бы глянуть можно, если вообще это фича еще осталось тут. Это же как раз какая-то из этих коров вроде, да? Если я правильно помню. Не это? Может это? Извините, я просто проверяю. Не бежит? Вроде должен выбежать, насколько я помню, по крайней мере. Хотя, может, это и уже исправили. Но что-то никто не бежит. Зря коров убил, что ли? Ну, не бежит. Ну, нет, так нет. Может, там не так надо было делать, конечно. Может, я подзабыл. Улиток наловит. Ой, все начинает. Ладно, я загружусь. Все. Началась буза в чате. Я так и знал, что сейчас начнется. Все, загрузился и никто коров не трогает теперь. Проверка не получилась, значит и коровы теперь не надо трогать. Довольны? В игре, кстати, опять дождик идет, мой любимый. Туман еще какой-то. Красота. Это твое первое прохождение? Нет. Свое первое прохождение я бы с модами не играл. Это уже фиг знает, какое мое прохождение. Я уже сам сбился со счета.
Может 5-е, может 6-е, может 4-е. Но в этот раз я заморочился и уже не просто классическую игру перепрохожу, а уже с кучей всяких модов. Кучей всякого нового. Плюс для канала перепрохожу, чтобы было коллекции. Речка, Золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. С Brothers in Arms хотел установить, но что-то с Nexus не качает. Да, именно с ним. Он один из тех самых модов, которые у меня как раз есть. Пойдем поздороваемся. Погоди, возьми-ка. Один из многих. Арбалет. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Еще один босс. Так, стоп. Где у него там что? Картечь, гибриды, арт. Так, а гибридов у меня нет или есть? Нет, гибридов нет. И картечи тоже нет. Ну, прекрасно. Тогда только надеемся на арт. Арт нам в помощь. Ну и арбалет тоже. Сейчас ударит. Вау, вот это снайперский был. Чё на него таргет вообще не работает? Да, Еще и больно бьет. Попал? Не попал? Попал. Отлично. Да как ты по мне попадаешь все время? не упускай его. Мне тут уже ласточку надо. Погнали. Догоняем. Еще ласточку. Грифон животные полезные? Ну, не знаю. Так, вторая стадия.
Да как не попал? Ай. Как гнусный же ты. Камера немножко с ума сходит, меня это замораживает чуть-чуть. Ай, как приятно. Вернитесь, уважаемый. Добиваем. Невероятно. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Например, Удар сверху из 8-й позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Ой, мне здоровье восстановили. Ой, как приятно. Это перепрохождение? Так точно. Уже фиг знает какое. Наверное, 4-е, 5-е или 6-е. Но в этот раз не оригинальное, а уже с кучей модов. Чтобы хоть что-то новенькое для себя было. А то уже который раз одно и то же уже все-таки было бы скучновато. И мне, и вам. Так, Грифон. Пробитие доспеха, здоровье, сила атаки, мощь знаков. Ну, пусть это будет, наверное. Угу. Что за моды? Я в описании на первом стриме в закрепленном комментарии. Не в описании, а в комментарии, да. В комментарии закрепленном оставил все свои моды. Так что все, кто будет спрашивать, всех буду отправлять туда. Потому что я наизусть, на память не помню все названия, а список я там уже и так весь сделал. Плюс 1 миллион зрителей. Я был бы не против. Я только недавно прошел со всеми DLC. Поздравляю. У меня вот недавно очень сильная ностальгия нахлынула. В том числе благодаря анонсу 3-го нового DLC. И вот понеслось, завертелось. Вот мы здесь перепроходим. В этот раз еще и для канала. Дай дорогу. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет, нет, ради богов! Чего? Чё? Ты не чавокай. Я где-то 3 раза прошел Ведьмака, не знаю почему, но каждый раз как заново. Ну это же хорошо, наверное. Для меня это вообще игра прям легенда. У меня с ней связано капец много приятных воспоминаний, ностальгических, и
душевных. Только я проходил на 4-й плойке, посмотрел, что DLC 3 выходит только на 5-й, и понял, что надо обновляться. Да, я тоже видел, что там и на ПК системные требования будут обновлять, и на старые, на прошлое поколение, то есть консолей не будет уже выходить. Это я, да, тоже слышал. Я еще думал, подождать ли, когда выйдет это самое обновление, чтобы перепроходить игру уже в еще более обновленном виде. Когда там как раз поднимут все вот эти требования системные, значит и графон, наверное, опять подулучшат. Мало того, что Next Gen патч был, так еще и потом по ходу что-то улучшат. Но все-таки решился сейчас перепроходить, потому что пока это DLC выйдет, еще целый год где-то пройдет, наверное. Так что за это время как раз и оригинал, и DLC. Может, еще первую и вторую часть для канала перепройду. Весь этот год. Было бы неплохо. Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Да пошел ты. Капитан Петер Сар. Хватит уже! Петер Сар Гвинлеви, или как его там? Нордлинг. Теперь опять к Весемиру. И все, и мы покидаем Белый сад. Ура, ура. Хотя, почему ура, ура? Наоборот же. Моя любимая локация. Даже обидно. Совсем не ура. Эх. 1,5 часа мы, кстати, сегодня допроходили Белый сад. Ну, я где-то столько и предполагал, наверное. Мы вчера там частично его прошли, сегодня завершили. Так, еще хочу восстановить ласточку опять. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккуратно учился у околицы. Самое плохое, что когда достигаешь высокого левела, задобки дают по 1-2 опыта. Да, это вообще как-то Только мальчонку утопец сожрал, а ведьмак... неприятно и как-то несусветно выглядит. Ну, Согласен. головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. Схожу за едой. Приятного аппетита заранее. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Сейчас будет мордобой. Да, я тоже за чаем пойду. А точнее, 3-м чаем за сегодня. Ну да ладно. Да вообще, без разницы. Хоть 10-м. Я иногда тоже чаек попиваю. По 3 и даже больше раз тоже. Почему бы и нет, действительно. Особенно если очень вкусный. Это еще кто такие? Патриоты. 7-ю чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. И, конечно, Ильгарцев я тут не вижу. конечно, надо найти Они врага крайних. найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз.
Ой, тебе самому не смешно такое говорить? Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Вообще-то потребовали у нее, чтобы сняла. Нельзя тут тимирский герб вешать. А не Они она. придут и корчму спалят. А не она Так, лично. может, правду люди говорят? Что ты шлюха нильфгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы, Анулька, тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти! задохнулось. Что, не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Ну опять, на ровном месте. Ни за что. Найти Вы знаете крайнюю. этот медальон, люди? Знаете, что он означает? Отойдите. Ты цела? Люди такие люди. Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Ну, начали. Они уже не отступят. Вижу. А кто-то говорил, Геральт, ну давай хотя бы в этот раз не вмешиваться. Мясо. Рот кишки. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь. Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла. Только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изиме. Седлайте коней. Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью.
и еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, Что у него с волосами? сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? Йеннифер, откуда они? Поговорим об этом завтра, хорошо? После аудиенции. Вызима. Столица оккупированной Тимерии. Простите, господин, я думал, что не... Ты знаешь, кто я? Да. Эмгер Варемрейс, император Нильфгаарда. Белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Ты слуга Фольтеста? Был. А ты правда это делал? Что? Плясал на курганах врагов. Стража! Меня никто об этом не спрашивал. Гаракер эсмёт лэркер. I am Art Herzer. Невелien Амкаэт. Помилуйте, господин. Я о дереве забочусь. Я думал... Молчи, тимерец, пока с тобой не заговорят. Акс. Так точно, ваше императорское величество. Это не Тимерия. Ни сад, ни замок, ни эта страна. Теперь это Нильфгаард. И пускай Нильфгаард. Я за деревом еще при Медделе отце Фольтеста следил. Ты знаешь, как погиб Фольтест?
Убили его в замке Лавалет. Где была королевская стража? Король был один. Говорят, убийца настиг его в уединенном месте. Уединенные места — смертельные ловушки, если потерять бдительность. Это с вырезанными сценами? Что-то не припоминаю такого. Да, это вырезанный контент. Я тоже этого не видел раньше. Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Куда? На этот стул. Клэдвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Оу, эльфиечки. Блин, Геральт без бороды. Такое уродство. Мне вообще не нравится побритый Геральт. Скорее бы потом найти цирюльника и обратно все это сделать. Хотя она вроде и отрастает сама по себе, насколько я помню. Просто надо время. Ладно, потерпим. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. Отрастает сама по себе, В да. Нильфгаарде борода не приветствуется. Тогда хорошо. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство, не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все не Сама неизвестность прям. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Ну, так как мы не по порядку части проходили на канале, придется сейчас придумывать так, как мы в будущем будем проходить это самое. Ну так. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. Так вот откуда пожар. Наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном Флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира.
Ну, я бы выбрал первое, судя по тому, что в оригинале тут Йорвита вообще нет. А Роше бы там побубнел бы нам, что, мол, вот мы с ним там не дружили. Но теперь, когда у нас есть вырезанный контент, и насколько я помню, в вырезанном контенте уже Йорвит есть где-то. Не знаю, как он будет реагировать. Ну и в целом, я когда проходил бы вторую часть, то я бы, наверное, проходил бы вот так. Я выбрался оттуда с Йорвитом, командиром отряда Скейтаэлей. Убийца чудовищ и убийца людей. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там? И снова вмешивался в дела сильных мира сего? Я только после прохождения второй части поняла, о чем речь вообще. А как же Роше? Он же Кент. Ну, мы так и так с ним встретимся по сюжету в игре. С этим Кентом. А вот если мы встретимся с Йорвитом, я боюсь просто, если он там тоже как-то как Роше отреагирует на наши отношения во второй части, и будет ли там обижаться, что, мол, мы вот там пошли не с ним, а с Роше, и мы не увидим какой-то дополнительный контент, связанный с ним, поэтому я лучше выберу этот вариант. С Роше-то мы все равно все уже все видели, вот будет ли что-то как-то влиять на этот вариант. Не хочу рисковать. Роше Булка? Ну... И да, и нет. Хотя это очень спорный вопрос. И вообще, тут многие персонажи очень спорные. Тут нету прям, наверное, таких прям ангелочков. В отличие от всех тех булок, о которых мы раньше говорили. Кстати, как тебе обращаться? Черешня? Правильно? Или как? Или я неправильно прочитал? Ну, я бы тоже обиделась, блин. Спасаешь Геральту жизнь, а он сбегает с ушастым оборванцем. Ну, как я говорю, мы же все видели вариант с Роше в оригинале. А вот Йорвита в оригинале вообще не было, поэтому я выберу сейчас тут этот вариант. Да, черешня. Окей. Нет, я вмешивался в личные дела. Помог Йорвиту расколдовать Саскию. Ну да. И дал Родовиду повод начать охоту на чародеек. Мои поздравления. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую Шалу де Тансервиль на куски. Смотрел, это верно, и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Ну что же, в интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции.
Милости прошу. Потом и с партизанами. Что-то у меня скорее такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, вниманию вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции, чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, Накрахмаленной. когда вы выберете одежду. Мне было всегда забавно с этого центрального наряда. Я, наверное, во всех своих прохождениях выбирал либо левый, либо правый. Еще более-менее какие-то, но этот центральный всегда был такой смешной. Давайте в этот раз для разнообразия, просто чтобы посмеяться, я выберу этот смешнявый такой. Ну да, это то еще зрелище. Ужас какой. Какой кошмар. Можно все, кстати, взять. Не сравнить. Но другое дело. Это тоже. Это, конечно, ужас. Это, конечно, да, балерина какая-то или еще хуже. Но штаны и ботинки, они одинаковые. Давайте пойдем, а чё? Для разнообразия. Катсценок посмотрим, как это выглядит. Поржем. Ну, в талии узковато. Я всегда центральный выбирал. Можно и так. Я ни разу не выбирал. Ваша милость, вы довольны костюмом? Нет, но у меня нет выбора. Все фигня, но просто для разнообразия в этот раз это выберу. Блин, как же это не очень выглядит по мне. Чисто на мой вкус. Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Ну, тут тоже чисто для разнообразия. Ты, наверное, шутишь? Ничуть. Я абсолютно серьезен. Знает ли ваша милость, что грозит за нарушение этикета в присутствии императора? 200 палок. Я не желаю этого для вашей милости, поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор, пока не буду уверен, что вы умеете себя вести. Я бы сказал, мне это не грозит. Руки в стороны. Ваша милость, здесь не время Боже, и не какой место для кринж. глупостей. Ваша милость, смотрите внимательней. А, то есть мне прям обязательно Стопа надо правильно. вытянута, ладонь. Я понял. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением недостает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. Некоторые элементы походят на костюм Эцу из второй части, который за гробницу получается. К императору ваша милость будет Наверное. обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость в настроении шутить.
Боюсь, император может этого настроения не разделить. Полный титул милостиво нами правящего — это Дейтвин Аден Инкарн Айт Морвуд. Но император не любит, когда калечат наш язык. В вашем случае достаточно будет говорить «Ваше Величество». Ваше архивеликолепие. И чё не 300? Ну и видок. Дейтвин Аден Инкарн Айт Морвуд Эмгир Вар Эмрейс. Поклон! Клоунада прям какая-то. Не хочу. Император. Арер Айпто Орде. Эвелин Наман Вадгарн. Лаворд. Архивеликолепие. Столько месяцев при дворе Фольтеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена, а значит... Молчи. Моя дочь Цирила вернулась, и она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Важный курица. Царева дворца. Да уж. Важный это точно. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Twitch иногда мои сообщения не отправляет. Кошмар. Странно. То YouTube когда-то Сашу не пропускал. Все его сообщения, непонятно почему. Просто потому что просто так. То теперь еще Twitch у вас. Какое твое отношение к той политике, которую ведет император МГИР? Никакое. Я в это не сильно углубляюсь, чтобы это прям размусоливать как-то подробно. Мне периодами пишется, не удалось отправить сообщение. Интересно. Это вряд ли, наверное, с моей стороны как-то связано. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит, проводи его к чародейке. Это у меня, скорее всего. Ну, скорее всего. Может интернет, может именно Twitch. Ваша милость, вы меня не поняли.
Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться. Спокойно. Ничего не случилось. С Спокойно. вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Хватит нарушений этикета на один день. Спокойствие, только спокойствие. А уже полдень. Спокойно! Вот, и они говорят спокойно. Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эревард II, князь Эландера. Мало того, что он держит меня здесь как какого-то просителя, так еще и в чьей компании? Грабельщика! Гробовщика! Мастера гильдии гробовщиков! Так какая разница? Я требую... Спокойно! Император работает в тишине, а тех, кто ее нарушает, сурово наказывает, независимо от происхождения. Кстати, не знаю, что тебе не нравится. Вполне обычный костюм. Ну, не знаю, чисто на мой вкус. Он какой-то смешной. Новиград. Ja, annähen. Ratsliden, I annekt estun SSR annähenfire. Эссеситавзиде аэп фианса наен матенг. Нен комфорталь, анен впаваль. Es frag, gezide. Ду. Виссе варатре, эспас аэп. Да. Я так думаю. Хайль Хельзайр. Все дела. Тет атегене, энкаландне саевелосер. Аэп боклер. Можно вас прервать? Чем прерывать, лучше присоединяйся к разговору. Мы говорили о нейтралитете. О том, как трудно его сохранить. Ну-ну. Я кое-что об этом знаю. Пояснишь? Вечно одно и то же. Я стараюсь держаться в стороне, а потом получаю срочное приглашение. И предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, хватит об этом. Может, сменим тему? Я уже говорил с императором. Угу. И зачем он тебя вызывал? То есть даже ты не знаешь? Нет, но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе. Ага. На бабайку. На бабайку. Под кроватью. Бывай. До скорого. До скорого. Не торопится к чародейке? Удачи им с Новиградом, ага. Ага. Esveder? Evelyn. Tatai tvegledven. Essavadga. Essima strigen ae foltest aen karnan. Tainevios. Avios kesembal. Essa sant. Esvan Nordling. Alaig. Дикари. Avean Kerzer es det venatan incarna et morbut. Esseklite. Finvrae Breinegar. En kelfi dan gart vrae. Esse planten aep nord marche. En Kelfidan. Sichit Hefit Kasveka en Gwelde Tumeve. Virodr kaiser. Vandres lafie. Aep kaerden djugis vikovaru. Glane esse plasse. Квандер Гало Эссенагвассе. 31 градус. Вот это жестко. Это пик? Или бывало еще Ваша жестче? милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Ваша милость, как только вы закончите, Понятно. прошу прийти ко мне за своими вещами. Тогда записывай. На самом деле власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские 32 советники, было. а церковь Вечного Огня и преступники. Иногда одних Это трудно еще все отличить лето от впереди. других. Всем им в равной степени свойственны По-любому будет беспринципность еще и жестче, цинизм. походу. А, Кстати, завтра первый день Ваше лета. превосходительство. Я не успеваю. Знаешь что? Я сам составлю рапорт. А ты потом перепишешь набело. В 3 копиях. Ведьман. Он же ведьмак Нордлингов. Невероятно. Сегодня последний день весны.
Завтра уже лето. Время летит. Книжечки. Ведьман. Он же ведьмак Нордлингов. Ведьман. Невероятно. А вот и Йеннифер. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Да, конечно. Жду не дождусь, когда смогу его Невероятно выглядит. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может быть, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр-Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгир говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Но у меня время не летело. Особенно 2 месяца последних. Но этот год для меня достаточно быстро прошел. Очень быстро. Ну вот как разделились мнения. У кого как. Получается, время шло. Последние. Ну не этот год, а последний год. Насколько я могу судить, тебе альтернативный наряд Трис не нравится. Да, не нравится. И Цири тоже альтернативный. Только Йеннифер и все. Остальные классические мне больше нравятся наряды. Вот у Лютика я вообще не видел, наверное, альтернативного. Вот броня нильфгардцев альтернативная тоже мне вообще не понравилась. Вот у Лютика, когда мы его впервые встретим, увидим, какая она, и там будем разбираться, ставить новую или старую вернуть. Пока только Йеннифер альтернативная. Чего дикая охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. А чем тебе декольте Трис не нравится? Декольте ничем, а в целом само платье, как будто какая-то феечка. Вообще из другой вселенной. Оно как-то вообще несуразно и не в тему выглядело в Новиграде. Когда она там бродила по этому грязному городу. Тем более она же там скрывалась. Но это вообще как-то не канонично, я бы сказал, выглядело.
Для скрывающейся чародейки в таком городе, в таком платье, как эльфийка какая-то, вообще для меня неправильно выглядело. Поэтому классический мне больше как-то правильно и в тему. Вот когда мы уже там в Каэр-Морхене, вот тогда, наверное, более-менее подойдет уже. Там уже не так вырвиглазно. На самом деле у меня последние года 3 долго идут. Ну, кто-то бы, наверное, тебе даже позавидовал, что время медленно идет. То я только везде от многих слышу, что у них прям жизнь протекает мимолетно, прям раз и все, уже целые года пролетели. Прям не успеваешь наслаждаться жизнью, многие говорят. Только мечтают, чтобы время помедленнее шло. Так где именно видели Цири? В 2 местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Ой, мы как раз ее вспоминали. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр-Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Ну вот, кроме тех 2 месяцев, я этому рад. Ну, это главное. Вот я бы точно позавидовал. Вот я бы тоже, наверное, в некоторых моментах уж точно. Не во всех, наверное. Потому что как раз тоже иногда хотелось бы, чтобы время, наоборот, быстрее шло. Но в некоторых, да, хотелось бы помедленнее. Как раз таки. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Я слышала, вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ух. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатры. Это вон тот тип. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. И убежала. Но Геральт, ненавижу порталы, сказал бы.
в этот момент. И еще не раз мы это услышим, когда будет заходить тема про порталы. Шрам отлично зажил. О, еще этот самый новый сет. Я его помню. Ну, сейчас посмотреть нельзя, потом. А где там этот Варатры? Но у меня нет времени. Посол Варатры? Совершенно верно. А ты должна быть Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком. Или мясником из Блавикена. Геральт. Вполне достаточно. Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется, у одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Я тебе не слуга императора, ты меня не сравнивай. Причем оно настолько долго идет, что я чуть не написал про 4-5 лет. Прям настолько. Пока для нас идут года, для Игоря уже прошли десятилетия. Это правда. Игорь, что? Ты что, эльф? У тебя время идет совсем по-другому. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгаарда. Так, сейчас немножко географии, политики и Так что давай лора оставим пропаганду, игры. даже под маской иронии. Наступление Кому интересно. шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Аедирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и рядание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира, может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе, ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, зря мы надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох, а поскольку каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Реданий. Так, к весне вместо 2 ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. А как же Ковер? Ковер ценит свой нейтралитет. Настолько, чтобы не давать ни войск, ни, что гораздо важнее, денег ни одной из сторон. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родовид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только ва-банк. Кстати, насчет ковера, насколько я слышал, там как раз может происходить 4-й Ведьмак, собственно. Это просто слухи вроде бы, это не официальное что-то. Я был бы не против любой какой-то новой
локации новой страны, новой местности. А то у нас Скеллиги был, Тимерия была, Айдирн был, Новиград там был. Кто-то предполагал, что какая-то Азерикания может быть, Афир какой-нибудь, Нильфгард, глубина Нильфгарда где-то там, например. Ну и чаще всего я слышал про Ковер, как раз-таки там на севере. Может там что-то типа с отсылками на славянское что-то, наверное. Зимние локации, мои любимые, кстати. Горы, все дела. Было бы интересно, честно. Мне лично. Как сейчас в Велене? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты, а Велен — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в Темерской армии. Филипп Стенгер. Более известный под своим ном-де-гер Кровавый Барон. Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Но мы свяжемся. Еще как свяжемся. Какие вести из Новиграда? Вольный город все еще вольный? Да, хотя все знают, что ненадолго. В Оксенфурте сидит Родовид, а император здесь, в Изиме, слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот. А Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть? Как люди справляются со страхом? Они ищут утешения и козлов отпущения. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. Ладно, пойду дела делать. Удачного стрима вам. А тебе удачных дел. Пока-пока. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции, как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно, но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен? А если король Бран сумеет примирить ярлов? И поведет их против вашего флота? Король Бран — немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Кстати, еще Как хотел... идет война? Еще Мы тут беседуем. другой вариант хотел Наступли. послушать. Остался... Родовид. Да. Родовид... Так... Вот этот. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид враг, но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. Ну и все. Родовид от... А почему? Все. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Хайль Хельзайр. Все дела.
могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Вещи мои отдай. Бегом. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Платье? Покорнейше благодарю. Это мы сейчас в платье. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Ты откуда Да, знаешь? Он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Генералы, значит, не знают, а вот какой-то камергер знает, что от нас хотел император. Интересно, интересно. Так, уже можно переодеться? Можно. Бэмс, бэмс, бэмс. Так, вот эта броня. 11 уровень, понятно. 11. Так, тут все. Бомбы верните мои. О, гром, кстати, я о нем забыл вообще. Нам его Весемир, по-моему, отдал. Ну да ладно. Так, тут правильно висит. Тут все прочитано. Тут я знаю про секретик. И еще я вижу восклицательный знак на карте. У меня с форумом одинаковые мысли. Это про что? А ну седло мы какое-то нашли. Это такое же? Да, такое же. Про платье? Ну, ну действительно, ну это же смешное платье было. Этот Азель спрашивал, чем оно мне не нравится. Ну платье же какое-то забавное. Тут все остальные NPC бродят в более-менее нормальных одежах. Как они Геральта тут нарядили в какой-то клоунский такой наряд. Специально, чтобы как будто поржать над нами. Так, этот, насколько я помню, сейчас с нами в Гвинт захочет поиграть. Ну, немножко разрядиться. Неплохо было бы. Мы еще сегодня в Гвинт не играли, кстати. Он даже нам ничего не скажет. Никакого диалога. Ну и ладно. Я хочу сыграть в карты. Надеюсь, он там нам хотя бы карту какую-то даст, а не просто ради 5 монет я это сейчас буду делать. Вау! А чё так сразу сильно? Чё такое начало-то сильное? Ладно, идем ва-банк. Что-то страшное происходит. Ну-ка. Давай картишку сюда еще одну. О! Да, проиграл, зато у меня плюс карта. У меня сразу нахлынывают мои воспоминания, как я играл в этот самый отдельный Гвинт. Всякие там тактики с ним связанные. Их было время.
Делаю вид, что что-то понимаю. Я, если честно, тут с некоторыми картами сам пока ничего не понимаю, потому что, как я говорил, тут мод на этот самый гвинт, тут куча новых карт добавлена, и у некоторых карт какие-то новые способности, про которые я тоже пока ничего не понимаю. Так что, хоть я и миллиард раз играл в этот старый гвинт, но с новыми этими механиками мне самому тут некоторые моменты есть новые, удивительные, непонятные. Так что я немножко тут тоже разбираюсь по новой. Ну чё ж так сильно-то? Вот если бы был бы оригинальный гвинт, там да. Там прям легкотня и все одно и то же. Уже 100 раз пройденное. О, спасовал. О, победа. Неожиданно. Хоть у него еще одна карта. Повезло. И деньги. Королева Каланты. Неверный шаг, и ты пожалеешь. Я еще и даже лидера выиграл. Вот это поворот. Ну, вообще-то это не королева Каланта, а королева Мэва на картинке. Ну да ладно. Забудем. Умение. Вызывает превращение всех отрядов осады со скрытой силой. Превращение осады со скрытой силой. Что это значит? Это вот это вроде. Ой, не та кнопка. Не та кнопка. Превращается в другого юнита под названием процветание. Угу. У меня всего две такие карты, так что пока что лидера менять не буду. Это на будущее, значит. Все, сыграли, отвлеклись чуть-чуть. Пошли дальше. К императору, кстати, нельзя будет сейчас сходить. Еще потрещать может. Или что-то тут украсть может вообще у них. Они же не против, конечно же. Тихо там. Что-то там бубнят на своих языках. Булит меня наверняка. Слитки серебра. Неплохо. Гвинхар, Твеглад Ивен, Эссеахайн Ватгерн Геральт. Ватгерн Геральт. Это я, это я. Ну-ка. Мне тут не дали в прошлый раз осмотреться. Я все осмотрю, я все соберу. Это нельзя? Можно. А ты с челом в гвинт будешь играть? А мы только что делали? Ты опять отходил или что? Прям минуту назад. Все, император уже закрылся. Артфеайн. Так, тут я... Нет, тут я не лутался. Тут мне не дали полутаться, потому что я тут одежу выбирал, видите ли. А вот теперь... Теперь я сейчас тут все заберу. Все мое будет. Все. Сори, я отошел. Ну ты прям очень вовремя вернулся. Как раз
ровно где-то разница и в 1 минуту после того, как мы в Гвинт сыграли с тем мужичком. Все, я тут все осмотрел. Уходим. Едем в Велен. Вот был у нас Белый сад. Вот Везима. Малюсенькая карта, очень жаль. Каэр Морхен, где у нас был пролог. И вот остальные локации. Сейчас у нас Велен. Самая мерзкая, самая неприятная, самая моя нелюбимая локация сейчас будет. Вот Белый сад была любимая локация, а сейчас будет самая нелюбимая. Сплошные болота, сплошные топи, леса и прочие всякие мерзости. Но ничего, переживем, перетерпим. Потом там Новиград, Скеллиги. Вот там уже будет поприятнее опять. Ну хоть погода нормальная. Велен. 5 дней спустя. Я, кстати, удивлен, что ты его победил. У него по оригиналу сильная колода достаточно. Ну, у нас же не оригинал. У нас с модом. И у него там колода была совершенно другая. Правда, все равно довольно-таки неплохая. Ну, как-то победили. И нам за него дали карту лидера, между прочим. Это вам не хухры-мухры. О, каменные сердца. Это нам DLC доступны. Типа Мастер Рум. Ну и в целом открытый мир нам теперь доступен полностью. Белый сад, Везима, Каэр Морхен. Это все было типа пролог. А вот сейчас уже нам полностью открытая игра стала доступна. Можем идти куда угодно. А тут ничего нет, насколько я помню. Итак, куда пойдем? Пойдем, куда глаза глядят. По квесту нам вообще вот сюда. По пути можно вот сюда. Пошла. Там уже волки прицепились. Доска объявлений. Что у нас тут? Это всякая фигня. Пропавшая жена. Еще один квестик. Так, а что тут можно залутать или нет? Во. Бумс. Тут даже подвал. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, сколько всего. Вот это неплохо мы зашли. Закрыто. Что это у тебя с рожей? Так, кстати, вижу, можно улучшиться по пути. Меч и броня. Ага. Так, тут я был.
Тогда зажали их между двух огней. Из лесу рысью кавалерия пошла, а от болот пехота. Наши сдаваться не могут. А ведь шаг не. Кстати, уже почти 3 часа. Может быть, скоро будем закругляться. Но это не факт. Но, скорее всего. Все-таки стрим, походу, получится такой же, как вчера. Приблизительно. К сожалению. Но хотелось бы, чтобы опять был здоровенный. Как в каком-то Hollow Knight, том же, например. Где у нас были стримы по 6 часов. Там время тоже у нас летело, между прочим. Очень неплохо так. Возвращаясь к теме времени и того, как оно летит. Все. Чуть-чуть обворовали эту деревеньку. Ну, самую малость. Чуть-чуть прям. Задание-то взяли. Нужно ехать дальше. По дороге. Нет, вот сюда. Я помню, там квест вроде должен быть. Так, а что мне светится? О. По 2. О, еще один вижу. Отвали! Не видишь, жрец молится. Не прогоняй его, Родрик. У каждого есть право припасть к источнику милости вечного огня. Ведьмак, приблизься. В чем дело? Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Ну да, я у тебя тут вещей возьму. Он ничего не видел. Это маленькая плата, малюсенькая. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освященное масло. Да, замечательно. Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Угу. И все такое, и все такое. Это мы когда-то сделаем. Там собаки бегают опять, что ли? Ну да. Ой, красота какая. Солнышко прям в лицо. А, вижу еще один квест. Ну-ка, камон. Хорошо. Эй, быстрее! Развяжи меня! Бегу. Развяжи меня! Сейчас же новые набегут! Если набегут, я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Ян Вердун служил в 10-й Мариборской. Что-то ты отстал от своей армии.
Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных, сука, патриотизма. Едва они узнали, что я бросил Темерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Он будет ждать у моста. Ну да. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Пусть мне повезет. Но пошла. Ну, это прикольно, когда вот пока едешь по квесту, по пути еще целых 2 вот мы нашли. Ну вот и скажите, что это игра 2015 года какого-то. Дяденька, чужой вон там! Красота прям Вертайтесь в хату! Живо! с ума сойти. От таких закатов я не могу просто. Спасайся, кто может! Чё за кипиш? Она как хрюкнет, все тут же услышат. Ее заберут, а нас поубивают. Так я сам ее заколю и под лежанкой припрячу. Только сучьим детям не отдам. Ладно. А кровь песочком. Еще одна доска, кстати. Разыскивается Микель. Втекай в лес и сиди тихо, пока я не позову, ясно? Да, да. Шевелись ты! Я думал, она 20-го. Не, она то ли 15-го, то ли еще раньше, может 14 или 13-го. Не уверен на 100%. Вроде 15-го, но не уверен. Ну прям много лет ей уже, но она прям великолепная. Особенно с этим Next Gen патчем, который там вышел в 22-м или каком году. Она прям до сих пор выглядит невероятно. Мессер, ты чего такой кислый? Ох, да вот Текла клёцок желудёвых наделала. Говорила, будут по вкусу, как ячменные. Ну и как, правда? Да если бы. Горькие, мама родная. А в брюхе у меня теперь так вертит, будто я жабу проглотил. Вот жабу я б сейчас поджарил. Жабу. Налей еще, старая. Хватит тебе. Чтобы мне баба водки жалела. Лей, говорю. А вам чего? Ты Гендрик. Нет. Нечего с ним разговаривать, потом хлопот не оберешься. Чё такие недружелюбные? Кто сейчас правит на этих землях? Так барон? Он чей, Темерский или Нильфгаардский? Свой собственный. Война идет. У кого силы и люди, тот землю и берет. А что это вы все расспрашиваете? Чё это вы злые такие? Бывайте. Домой пора.
Вот напьюсь, тогда и пойдем. Так, меточку уберите уже. Приветствую. Пиво есть? Пивоварню черные сожгли. А жонка есть. Это корчма на распутье, верно? Вроде того. Тут же Новиградский шлях. Только теперь-то на тракте только войско или лихие люди. Крепко вам от черных досталось. Реданцы, черные, все одно. Одни забрали хлеб и говорят, мол, для войска. Мол, не щадя себя, защищают северные державы. Другие хотят забрать, что от первых осталось. Брешут, будто император нам тут мир устроит. Только вот сперва потерпеть придется. А как одни сшиблись с другими, пришли трупоеды. Пировали на убитых. По лесам вурдалаки и стрыги падали ищут. И так по ночам забывают. Страх из халупы выйти. До Новиграда далеко? Не, только что толку, ежели реданское войско стоит на понтере и не пропускает никого без подорожной грамоты. А как кто бежал отсюда от голода и заразы, так их заворачивали или в реке топили. Вертел вижу пустой. Еды тут не получите. Вот так вот. Сразу напрямую. Видать, со жратвой у вас не очень. Люди лягушек ловят на лугах. На муку желуди мелют. У кого квочка есть, тот ночами не спит. Сторожит. А псы что, не сторожат? Как-то ночью темерские партизане вышли из лесу. Пробрались меж заставами и псов колями-то и перебили. Такой лай стоял, вой, а потом тишина, аж слышно, как трава растет. Пошли потом к старой шахте, так я их видел. Запалили огонь, насолили мясо. Остались только совсем одичалые, которые к человеку не подходят. Ну, разве чтоб напасть. Ты много чужих тут видал? Я на людей наговаривать не буду. Попадет человек кому на язык, а потом от этого одни хлопоты. Я про чужих спрашиваю, не про местных. Приходят, уходят. Только мне с чужими никаких хлопот не надобно. Кто тут теперь правит? Нильфгаард? Черные стоят гарнизоном неподалеку. Только чтоб править, им селенок не хватит. Стакнулись с бароном, вертят им всяко. Да, наверное, уж чего-нибудь и ему наобещали. Потому как, будь по-ивойному, так он бы никому не служил. С бароном? Честный человек, хозяище. Слова худого о нем не скажу. А из какого? Ойли-ойли. О роде его я ничего не знаю, но слова худого о нем не скажу. Я и не прошу его оговаривать, я просто хотел о нем разузнать. Давно он тут правит? Да не слишком. И хватит с вас. Вот ведь скучный. Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жжёнки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Гости приехали? Что за люди? Корчмарь! Водки! Водки. Это кто? Храбрый, видать, вояка. 2 меча навесил. Ты, Седой, на что тебе 2 меча?
А в штанах он 2 хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ну, сейчас начнется. Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне 2 меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, милздарь, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Хожу в А нет, халупу, драки не А будет. там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. А дочку, должно быть, спрятал. Всегда их успевают запрятать, сучьи дети. Дурень-то думал, что меня перехитрил. А что, нет? А я мелкого говнюка резанул так, аж юшка из носа пошла. То-то старик удивился. Так, а с ними еще можно поговорить? Я на всякий случай сохранюсь, а то мало ли опять сейчас наезды будут. От тебя мертвяками воняет. Проваливай. Если ты людской Яс. речи не понимаешь, так я тебе железом объясню. Я по... А, все, да. 2 раза к ним подошел, уже все. Ладно. Хорошо, что сохранился. Там вариант выпьем был. Но я его как раз чаще всего и выбирал. В этот раз опять для разнообразия другой выбрал. Вот 3-й вариант там, наверное, как раз была бы драка. Ну, а вариант выпьем, ну, они выпили бы. И типа друзьями уже нас начали бы считать. Типа. Ничего прям сверхъестественного. От тебя мертвяками воняет. Проваливай. Угу. Спасибо, милздарь, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я не в свои дела не лезу. Желаете, милздарь, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Гендрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Привет вам. Почему барона называют кровавым? С этим наверняка связана какая-то история. Когда он еще был солдатом, ему приказали занять красильню, в которой засели нильфы. Другой бы, может, взял их измором, но барон человек вспыльчивый. Тут же и ударил. Черные сдались, и барон их взял живьем. Но кто-то разбил чан с красной краской, и все вылилось в реку. Потом люди говорили, что река кровью окрасилась, потому как барон всех вырезал. С тех пор и прозвали его Кровавым. Ирония судьбы. Ну, недели раньше на Малом острове барон и правда устроил резню. Только об этом мало кто говорит. Барон же не местный. Темерец, но не отсюда. Говорят, он дезертировал вместе с войском. Однажды заявился сюда со своим отрядом. Должно быть, надоело им скитаться. Занял замок старого владетеля и стал господином во Вронницах. Я думаю, как черные здесь обоснуются, то оставят Вронницы ему, и станет он настоящим бароном.
Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Что у вас там есть? Карты у него есть, кстати. Всякие новые. Это продать. Карты купить, наверное. Угу. Опять чуть-чуть денег потратили. Чуть-чуть много. О, можно хлам продать. Все. Все продали. Пошли отсюда. Прощай. Говорят, вы тут хряк спрятали. Врут, господин мой. Вот и проверим. Я знаю, Дед, что у тебя есть молоденькая дочка. Ну так ищи. Как-нибудь не успеешь ее спрятать. Слышишь, дед? Так вот посмотришь, как все наши парни с нею любятся. Это все? Все. Могилой деточки вам клянусь, господин. Лови, жарите досок. Спасибо вам, господин. Куда вы сгодитесь, ежели с голоду передохнете? Грузите добро, поехали отсюда. Че, уже уходите? Ладно. Кстати, 2 очка опыта не хватает для 4 уровня. Забавно. Ладно, дальше нам куда? По сюжетке вот сюда. Ну, раз уж это напрямик, то давайте еще туда съездим. А как только нам отправят задание в какое-то место, где уже надо будет далековато ехать, то там мы и закруглимся. Сейчас еще поехали. Так, плотва, не застревай. Так, надеюсь, эти точки мне опять не поведут. Нет, вроде нормально ведут. А то я их знаю, эти точки могут вести меня вообще не туда, куда надо, мягко говоря. Верно, милосердная! Что тут происходит? Или ничего? Я что, знаю, кто ты Нет такой? ли у тебя чего А пожрать? кровь его пусть Ладно. на на меня меня голодный, пойдет, что твой волк. Ничего, походу. Думал, может опять квест какой-то. Или событие просто по пути. Вот опять эти точки меня повели куда-то в обход какой-то. Давай, уж эти точки. Вот и деревня. Вся в снегу. Интересно. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка.
Хватит! Перестаньте! Прочь отсюда! Прочь! Алло. Хватит! Перестаньте! Оставьте меня! Собаки. Поди прочь! Не подходи! Прочь! Что здесь случилось? Черные всадники. Смерть тут была, и я чуял ее ледяное дыхание. Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой, если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Не знаю, что там деялось. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Так, поиски начинаются. Жуткие всадники. В этой деревне вечная зима? Наверное. Я всегда во всех прохождениях потом в эту деревню, по-моему, никогда и не возвращался, чтобы проверить, остается ли здесь все такое зимнее. Или может проходит со временем. Интересный вопрос. Боги сохранили меня. Надо принести жертву. Просто тут всегда зима. Ну, тогда. Тогда ты ответил сам Лёд, на свой вопрос. будто разом зима настала.
Хаты не разграблены. Здесь не разбойники побывали. Ну, Геральт, конечно, не разбойники, но тебе же только что рассказали. Тут не пройти. Хата выглядит так, как будто мгновение назад здесь кто-то был. Что бы ни случилось с жителями, это произошло очень быстро. Видать, сначала надо было по хатам пройтись, осмотреть их, а только потом с этим мужиком говорить. А то что-то как-то Геральт не по порядку комментарии дает. Типа это магия, Эредина какая-то. Ну да. Дикая охота, все дела. Несут мороз, несут смерть. Вечный хлад, белый хлад, все дела. Я думал, ты шаришь за это. Кстати, Эредин сломал ту 4-ю стену. Что значит сломал 4-ю стену? Так, вроде все дома осмотрел. Какие можно, по крайней мере. Остался этот главный. Так, а тут был? Да. Все, идем тогда в этот нужный нам. Вокруг следов лед. Правда, что ли? Лицо обгорело. Не поймешь, кто это. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Ну, типа, Эредин в камеру посмотрел в Сквозит. катсцене. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Не знаю, не знаю. Надо бы тут прибраться. Пойду я. Пока. Давай, Игорь, и тебе. Пока-пока. Мы все равно, наверное, скоро будем уже заканчивать. Я так предполагаю. Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Несколько чернильниц для чернил разного цвета. Мне приходит в голову только одно. Он занимался подделкой печатей и писем. Учетные книги не убраны. Ни один приличный купец так не делает. Он оставил ценности на виду, чтобы отвлечь чье-то внимание. Только вот от чего? Подсвечник болтается. Похоже, его можно повернуть вправо или влево. Что-то не то.
Видно, придется начать сначала. Угу. Наверное, так. А, тут прям загадка. Вот в оригинале такой загадки не было. Наверное, так. Что-то не то. Видно, придется начать сначала. Ладно. Видать, в записке где-то это было написано. Я вообще не ожидал тут такого новшества. Опять вправо. Что-то не... Ну, конечно, влево этот раз. Ну, конечно. Вот. Как всегда. По закону подлости. Интересно. Интересно. Учетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вронницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают, не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Зараза. Охота на ведьму. И кровавый барон. Так, тут у нас все. Мужик этот уже куда-то ушел. 4-й уровень, кстати. Так, барон это у нас сюда. А ведьма это у нас сюда. Ну вот и наступил этот момент, когда нам надо уже куда-то разъезжаться в разные стороны. Либо туда, либо туда. Тут еще вот тоже квест. Вопросики, понятное дело, тоже. Так что, может быть, тут мы и закончим. Может быть. Не стрима я опять, может, вот эти всякие вопросики, которые смогу, по крайней мере, посмотрю. В следующий раз будем делать что-то либо барона, либо ведьму, либо что-то другое. Посмотрим, выберем. На сегодня, наверное, все. Прошли полностью Белый сад до конца. В Зиме с императором встретились. Велина чуть-чуть глянули. Неплохо, думаю. Так что на сегодня хватит. Увидимся в следующий раз. На следующих стримах.
По Ведьмаку или по другим играм. Надеюсь, скоро. Спасибо всем, кто был, кто смотрел, кто был в чате, кто, может, смотрел молча. Кто в записи, может, будет смотреть, всем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе.